У него нет глаз. Совсем. Он не видит вас, не слышит вас, не чует запаха так, как это делает волк или медведь. У него нет мозга в привычном смысле, только узлы нервной ткани, которые управляют несколькими простыми командами: найти, дождаться, впиться. И при этом он точно знает, что вы идете. Он чувствует углекислый газ из вашего дыхания с расстояния в несколько метров. Он ловит тепло вашего тела. Он реагирует на вибрацию шагов. Пока вы шли по тропинке в лесу под Екатеринбургом, под Новосибирском или в Подмосковье, он уже разворачивался в вашу сторону. На конце травинки, на краю листа. Передние лапы подняты. Ждет. Он мог ждать так 3 года, без единого глотка еды. Это не монстр из фильма ужасов. Это клещ. Существо размером с яблочное семечко, которое каждую весну выходит на охоту по всей России, от Калининграда до Владивостока, и которое за последние 20 лет стало, по данным Роспотребнадзора, одной из главных причин инфекционных заболеваний в стране. Только в 2023 году в России за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 500 000 человек. 500 000. Это население среднего российского города. За 1 сезон. Меня, честно говоря, эта цифра остановила, когда я ее увидел. Я перепроверил ее по нескольким источникам. Она точная. Но еще больше меня поразило другое. Не то, сколько людей кусает клещ, а то, как он это делает. Как существо без глаз, без ушей, без мозга охотится настолько эффективно, что пережило динозавров, несколько ледниковых периодов и все 5 массовых вымираний в истории Земли. Сегодня мы разберем клеща полностью. Как он устроен, как охотится, что происходит в момент укуса и почему вы его не чувствуете. Какие болезни он переносит и почему именно Сибирь и Урал – мировые лидеры по энцефалиту. И в самом конце – одна история, которая изменит то, как вы смотрите на этого крохотного паразита навсегда. Оставайтесь до конца. Начнем с главного вопроса. Кто такой клещ на самом деле? Большинство людей думают – насекомое. Это неверно. Клещ паукообразное. Он ближе к пауку и скорпиону, чем к комару или мухе. У взрослого клеща 8 ног, у личинки 6. Это первое, что сбивает с толку, когда смотришь на него внимательно. Клещи существуют на Земле около 400 миллионов лет. Для сравнения, динозавры появились примерно 230 миллионов лет назад. Клещ был уже здесь. Он пережил то вымирание, которое уничтожило динозавров, и то, которое было до него, и еще 3 до этого. В 2017 году ученые описали клеща, найденного в бирманском янтаре. Возраст образца – 99 миллионов лет. Рядом с клещом в том же куске янтаря сохранилось перо динозавра. Клещ был буквально на динозавре в момент гибели, застыл вместе с ним. И выглядит почти так же, как современный клещ из вашего уральского леса. Сегодня на Земле описано около 55 тысяч видов клещей. Это огромная группа. Большинство из них никогда не кусают людей. Они живут в почве, на растениях, питаются грибками и разложившейся органикой. Те виды, которые паразитируют на млекопитающих, их несколько сотен. И среди них есть те, кто специализируется именно на нас. В России наибольшую опасность представляют 2 вида. Таежный клещ Ixodes persulatus и европейский лесной клещ Ixodes retinus. Таежный – это Сибирь, Урал, Дальний Восток. Он переносит клещевой энцефалит. Европейский – европейская часть России. Он основной переносчик боррелиоза, болезни Лайма. 2 вида, 2 разных заболевания. Оба серьезные. Оба в лесах, которые большинство россиян считают просто местом для прогулки. Размер взрослой голодной самки таежного клеща около 3 мм. Сытая после кормления, она раздувается до 2 см. Увеличивается в размере в 8-10 раз. Масса тела при этом вырастает в 100 раз. Если бы человек умел делать то же самое, он весил бы после обеда 8 тонн.
И все это бесшумно, незаметно, прямо на вашей коже. Но как именно он вас находит, это отдельная история. Клещ не ходит за жертвой, он ждет. Эта стратегия называется засадная охота. Клещ забирается на травинку, на ветку кустарника, на край листа, как правило, на высоту от 20 сантиметров до метра. Именно на уровне, где проходит нога человека или тело животного, не выше. Клещ никогда не падает с деревьев. Это миф, который до сих пор живет в головах людей. Он не прыгает. Он просто ждет, пока жертва сама не заденет его. Передние лапы он вытягивает вперед. На них расположен орган Галлера, сенсорный аппарат, который улавливает сразу несколько сигналов одновременно. Углекислый газ из дыхания, тепло тела, аммиак из пота, вибрацию от шагов, изменение освещенности, тень от проходящего существа. Ни один из этих сигналов сам по себе не запускает атаку. Но когда они совпадают, клещ реагирует мгновенно, вцепляется в первое, чего касается. Я, честно говоря, когда разобрался в том, как работает этот орган, не мог отделаться от мысли: это совершенная система, без единого лишнего элемента. 400 миллионов лет эволюции, и вот результат. 6 сигналов, 1 реакция, 100% точность срабатывания. Клещ может ждать в такой позе неделями. Если никто не прошел, он медленно сползает вниз, пьет капли росы с травы, чтобы не высохнуть, и снова забирается. Этот цикл он способен повторять годами. Зафиксированные рекорды голодания у некоторых видов до 7 лет. 7 лет на одном листе, без единого укуса. В Сибири и на Урале пик активности клещей приходится на май и июнь. Как только среднесуточная температура поднимается выше 5 градусов, они просыпаются. Именно поэтому первые майские праздники в России традиционно совпадают с первым массовым сезоном укусов. Люди выходят на природу, клещи уже ждут. В тайге Западной Сибири плотность клещей на отдельных участках достигает 100 особей на квадратный метр. Представьте, вы идете по лесной тропе, и на каждом квадратном метре вокруг вас сотня существ, которые одновременно чувствуют ваш выдох. Но это только начало. Потому что то, что происходит в момент, когда клещ все-таки добирается до вашей кожи, устроено еще хитрее. Клещ не кусает, он вгрызается. Это важное различие. Комар прокалывает кожу за секунды, клещ работает иначе. Его ротовой аппарат, гипостом, покрыт крючками, направленными назад, как гарпун. Он вводит его медленно, вращательными движениями, раздвигая ткань. Этот процесс занимает от нескольких минут до получаса. И вы не чувствуете ничего, потому что одновременно с введением гипостома клещ впрыскивает слюну, а в слюне анестетик. Натуральный, биологически выработанный 400 миллионами лет эволюции. Он блокирует болевые рецепторы в зоне укуса точечно и немедленно. Никакого жжения, никакого зуда, ничего. Но анестетик – это только первый компонент слюны. Второй – иммуносупрессор. Вещество, которое подавляет местный иммунный ответ. В норме ваша иммунная система должна среагировать на чужеродный объект в коже – покраснение, воспаление, выброс антител. Клещ это отключает. Локально, на время кормления. Третий компонент – цемент, буквально. Клещ выделяет вещество, которое застывает вокруг хоботка и намертво фиксирует его в коже. Именно поэтому клеща так сложно вытащить, не оторвав голову. Он не просто держится, он приклеен. Вся эта система – анестетик, иммуносупрессор, цемент – работает одновременно, с первой секунды контакта. Это не случайный набор свойств. Это точная инженерия паразитизма, отточенная за сотни миллионов лет. Кормление длится от нескольких дней до 2 недель. Самка пьет кровь долго. Ей нужно накопить достаточно питательных веществ, чтобы отложить яйца. До 10 тысяч яиц за один раз. Самец кормится значительно меньше, его задача другая. Он находит самку прямо на хозяине, спаривается с ней и погибает. Найти клеща на себе в первые часы – почти случайность. Он маленький.
Он обезболил место укуса. Он выбирает зоны, куда мы редко смотрим: за ушами, в паху, под коленями, на волосистой части головы, под мышками. Места с тонкой кожей и близко расположенными сосудами. Именно поэтому главная защита – это осмотр. Полный, тщательный, сразу после возвращения из леса. Не через час, сразу. Но даже если вы нашли клеща через несколько часов, это еще не означает заражение, потому что вирус энцефалита передается достаточно быстро, а вот боррелии, возбудители болезни Лайма, начинают передаваться только через несколько часов после начала кормления. Каждая минута в этом случае имеет значение. И вот здесь начинается то, о чем в России говорят слишком мало. Клещевой энцефалит – вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Мозг и спинной мозг. В тяжелых случаях – паралич, потеря слуха, необратимые неврологические нарушения. В самых тяжелых – смерть. Летальность при дальневосточном подтипе вируса достигает 20% без лечения. Каждый пятый заболевший. Россия – мировой лидер по заболеваемости клещевым энцефалитом. Ни одна из стран с высоким уровнем, именно лидер. Ежегодно в стране регистрируется от 2 до 6 тысяч случаев. Реальные цифры по оценкам эпидемиологов выше. Многие случаи не диагностируются или списываются на другие причины. Эпицентры – Западная Сибирь, Урал, Кемеровская область, Красноярский край, Иркутская область, Пермский край. Это не глухая тайга. Это города с миллионным населением. Новосибирск, Екатеринбург, Кемерово, Красноярск. Люди идут в ближайший лесопарк и возвращаются с вирусом. Вакцина от клещевого энцефалита существует. Она эффективна, она доступна. И при этом привито население России катастрофически мало. По разным оценкам, от 5 до 15% жителей эндемичных регионов. В Австрии, где энцефалит тоже присутствует, уровень вакцинации превышает 80%. Результат – заболеваемость там в десятки раз ниже. Я, честно говоря, это сравнение воспринял как пощечину. Одна и та же болезнь, одна и та же вакцина. Разница в подходе и разница в результате в десятки раз. Второе заболевание – боррелиоз или болезнь Лайма. Оно еще коварнее, потому что на начальном этапе маскируется под обычную простуду. Температура, усталость, ломота в суставах. Многие просто переносят это на ногах, не связывая с укусом клеща. Характерный признак – мигрирующая эритема. Красное кольцо вокруг места укуса, которое постепенно расширяется. Если вы его увидели, это почти стопроцентный диагноз боррелиоза. Немедленно к врачу. Антибиотики на этой стадии дают полное выздоровление. Но если пропустить, болезнь переходит в хроническую форму. Поражение суставов и нервной системы. Именно хронический нейроборрелиоз дает симптомы, которые годами принимают за депрессию, рассеянный склероз, хроническую усталость и не могут найти причину. В России ежегодно регистрируется около 7 тысяч случаев боррелиоза. Это только официальная статистика. Реальные цифры, по мнению инфекционистов, в 3-5 раз выше. 2 заболевания, 1 клещ. И это еще не полный список того, что он переносит. Клещи переносят более 20 различных инфекционных заболеваний. Среди всех членистоногих на планете по этому показателю их обгоняют только комары. Но комары хотя бы заметны. Анаплазмоз, эрлихиоз, тулеремия, клещевой сыпной тиф, крымская геморрагическая лихорадка. Это не экзотика из тропических стран. Все эти заболевания регистрируются в России ежегодно. Крымская геморрагическая лихорадка на юге страны в Ставропольском крае, Ростовской области, Краснодарском крае. Летальность без лечения до 40%. Но есть кое-что, о чем я узнал в процессе подготовки этого видео, и что меня поразило сильнее всего остального. Это называется трансавариальная передача. Вирус или бактерия, которую клещ получил, питаясь кровью зараженного животного, не просто живет в его организме. Она передается следующему поколению. Через яйца.
Самка откладывает до 10 тысяч яиц, и каждый из них уже может нести возбудителя болезни. Клещи вылупляются зараженными. Они никогда не кусали ни одного больного животного, но они уже переносчики. Это означает, что вирус энцефалита существует в популяции клещей независимо от того, есть ли рядом зараженные животные. Он передается по вертикали, из поколения в поколение, бесконечно. Резервуаром вируса в природе служат мелкие грызуны – мыши, полевки, бурундуки. Клещ кусает зараженную мышь, получает вирус. Кусает человека – передает. Цепочка простая. Но именно ее длина и разветвленность делают борьбу с энцефалитом практически невозможной без вакцинации. В тайге Красноярского края зараженность клещей вирусом энцефалита на отдельных участках достигает 6%. Звучит немного, но если на квадратном метре 100 клещей, 6 из них несут вирус, и вы не знаете, который из них укусил вас. Есть и еще один путь заражения, о котором знают единицы – алиментарный, через еду. Если выпить сырое молоко от зараженной козы или коровы, можно получить клещевой энцефалит без единого укуса. Вспышки алиментарного энцефалита фиксировались в Сибири и на Урале неоднократно. Целые семьи заболевали после домашнего молока. Знали ли вы об этом пути заражения до сегодняшнего видео? Напишите в комментариях. Я спрашиваю не для галочки. Большинство людей, которым я об этом рассказывал лично, были искренне удивлены. Но вот что удивляет еще больше. При всей своей опасности клещ устроен так, что большую часть своей жизни он вообще не является паразитом. И жизнь его куда сложнее, чем кажется. Жизненный цикл клеща – это история терпения, почти невероятного терпения. От яйца до взрослой особи клещ проходит 3 стадии. Личинка, нимфа и мага, взрослый клещ. На каждой стадии ему нужно напиться крови ровно 1 раз, только 1. После чего он отваливается от хозяина, падает в листовую подстилку и начинает ждать следующей стадии. Месяцами, иногда годами. Весь цикл от яйца до взрослой особи занимает в среднем 3 года. В суровых условиях сибирской тайги – до 5 лет. 5 лет, 3 укуса, 3 хозяина. Вот вся биография клеща. Личинка размером меньше макового зерна. Ее первый хозяин, как правило, мелкий грызун. Мышь, землеройка, ящерица. Личинка питается несколько дней, отваливается, линяет в нимфу и уходит в почву – зимовать. Нимфа чуть крупнее, но все еще крошечная, около миллиметра. Ее хозяин – животное покрупнее – заяц, еж, белка, иногда птица. Снова несколько дней питания, снова отвал, снова зимовка. И только после этого взрослая особь, которая охотится на крупных млекопитающих – на оленей, кабанов, собак, на людей. Большую часть своей жизни клещ проводит в почве и листовой подстилке. Там он переваривает кровь, там линяет, там зимует. Там же, кстати, его поджидают собственные враги – хищные клещи других видов, нематоды, грибки, энтомопатогены. Мир под ногами – отдельная война, которую мы не видим. Самка после последнего кормления делает одно единственное дело. Она откладывает яйца. До 10 тысяч за раз. Потом умирает. Самец умирает сразу после спаривания. Их жизнь – это 3 укуса и смерть. Не потому, что они слабы, потому что иначе устроена программа. Из 10 тысяч яиц до взрослой стадии доживут единицы. Большинство погибнут от хищников, от засухи, от холода, от неудач. Не встретят хозяина вовремя, высохнут на солнце, будут съедены. Эволюция отбирает самых терпеливых и самых точных. Именно поэтому те, кто выживает, совершенны. Каждый взрослый клещ, которого вы снимаете с себя после прогулки по лесу под Пермью или Томском, это победитель многолетнего отбора. Существо, которое пережило 5 лет испытаний, чтобы оказаться именно здесь. Это не делает его менее опасным, но это делает его куда более интересным, чем просто мелкий паразит. И вот теперь
о том, что клещ умеет делать с окружающим миром. Потому что его влияние на экосистему выходит далеко за пределы того, что большинство из нас себе представляет. Клещей принято воспринимать исключительно как угрозу. Это понятно. Но в природе у них есть роль, и роль вполне конкретная. Клещи – регуляторы численности крупных млекопитающих. Звучит абстрактно. Вот конкретика. В Северной Америке популяция белохвостого оленя за последние десятилетия выросла до рекордных значений. Естественных хищников мало, охота ограничена, корма достаточно. Олени расплодились настолько, что стали разрушать леса, объедать подлесок быстрее, чем тот успевает восстанавливаться. И вот тут в дело вступил клещ. Лосиный клещ, Dermacentor albipictus, атакует северных оленей и лосей в огромных количествах. На одном животном могут одновременно питаться до 70 тысяч клещей. 70 тысяч. Животное слабеет, теряет шерсть, расчесывает кожу до ран. Молодые особи гибнут. В некоторых районах Канады смертность лосят от клещей в отдельные годы достигала 70%. Это жестоко. Но это работает как регулятор. Без этого давления популяции копытных в бореальных лесах вышли бы за пределы того, что экосистема способна выдержать. В России похожая динамика наблюдается с северными оленями в Сибири. Клещи – один из факторов, который не дает стадам бесконтрольно расти на отдельных территориях. Клещи также входят в рацион многих животных. Птицы, особенно волоклюи в Африке и цапли в умеренном климате, специализируются на сборе клещей с тел крупных млекопитающих. Это симбиоз. Животное избавляется от паразитов, птица получает еду. Некоторые виды птиц в России, скворцы, дрозды, активно поедают клещей в листовой подстилке, особенно весной. Ежи, которых многие считают естественными уничтожителями клещей, на самом деле парадоксальные персонажи в этой истории. Еж действительно поедает клещей, но одновременно он сам является одним из главных прокормителей для нимф и личинок. На одном еже могут одновременно питаться несколько сотен клещей. Еж не уничтожает популяцию, он ее поддерживает. Грызуны, мыши, полевки, бурундуки – главный резервуар и прокормитель для личинок и нимф. Именно через грызунов в популяции клещей циркулирует вирус энцефалита. Уберите грызунов, и цикл распространения вируса разрушится. Именно поэтому ученые, занимающиеся экологией клещевых инфекций, так внимательно следят за численностью мышевидных грызунов. Урожайный год на семенах хвойных – много еды для мышей, много клещей следующей весной. Все связано. Клещ – не случайный паразит в экосистеме. Он встроен в нее на каждом уровне. Убрать его невозможно. Да и не нужно. Нужно понимать, как он работает. И все же, есть в истории клеща один факт, который стоит особняком. Он не про болезни и не про экологию. Он про масштаб присутствия этого существа рядом с нами. Клещи распространяются по планете быстрее, чем мы успеваем это отслеживать. Главный механизм – птицы. Перелетные птицы переносят клещей на тысячи километров. Птица подхватила нимфу где-нибудь в лесостепи Поволжья и принесла ее в Скандинавию или в обратную сторону. Клещи, найденные на птицах во время миграций, несут возбудителей болезней из совершенно других регионов. Это означает, что граница ареала того или иного вида клеща – понятие условное. Она меняется каждый сезон. Изменение климата сделало эту проблему острее. За последние 30 лет ареал таежного клеща в России сдвинулся на север примерно на 300 километров. Территории, где клещей исторически не было – Карелия, север Архангельской области, отдельные районы Западной Сибири – теперь входят в зону риска. Зима стала мягче, снег сходит раньше. Клещ просыпается раньше и активен дольше. В Норвегии и Швеции клещи впервые появились на широтах, где еще 20 лет назад их не фиксировали. В Канаде черноногий клещ, переносчик болезни Лайма, за последние десятилетия расширил ареал с юга страны до центральных провинций. Это не прогноз. Это уже произошло.
Выживаемость клеща в экстремальных условиях – отдельная глава. Клещ переносит замораживание до минус 20 градусов, если процесс происходит достаточно медленно. В почве под снегом он просто впадает в состояние криптобиоза, резко замедляет все жизненные процессы и ждет потепления. Весной оттаивает и продолжает жить, как ни в чем не бывало. Клещ переносит высыхание. Если влажность падает, он замирает. Когда влага возвращается, оживает. В лабораторных условиях клещей успешно реанимировали после нескольких месяцев в высушенном состоянии. Есть данные об устойчивости клещей к радиационному облучению, значительно более высокой, чем у большинства позвоночных. Это связано с медленным обменом веществ и особенностями клеточного устройства паукообразных. Вы не можете уничтожить клеща, просто убрав его с одежды и бросив на пол. Он выживет. Смыть его в раковину тоже ненадежно. Он может выжить под водой до нескольких суток. Единственный надежный способ избавиться от найденного клеща – сжечь или утопить в спирте. Клещ присутствует на всех континентах, кроме Антарктиды. В тропиках – свои виды, в умеренном климате – свои, в арктической тундре – свои. Он освоил практически каждую наземную экосистему планеты. И везде одна и та же стратегия – ждать, чувствовать, впиться. 400 миллионов лет и ни одного принципиального изменения в подходе, потому что подход работает. Но была в истории человечества эпоха, когда клещ изменил ход событий в масштабе, который мы только сейчас начинаем понимать. В 1937 году советское правительство отправило на Дальний Восток научную экспедицию. Задача – выяснить, что убивает людей в Приморской тайге. Лесорубы, геологи, военные – все, кто работал в дальневосточных лесах, массово заболевали одним и тем же. Высокая температура, поражение нервной системы, параличи, смерть. Местные жители называли это лесной болезнью. Что именно ее вызывает, никто не знал. Экспедицию возглавил вирусолог Лев Зильбер. Он работал в полевых условиях, в тайге, с минимальным оборудованием. За несколько месяцев его команда выделила вирус, установила переносчика и описала болезнь. Клещевой энцефалит был открыт. Зильбер заразился сам во время работы и выжил. Несколько членов его команды нет. Это открытие стоило жизни людям, но оно спасло миллионы, потому что дало возможность создать вакцину. Прошло 4 года, началась Великая Отечественная война. Немецкие войска вошли в советские леса, в Карелию, в Брянские и Смоленские чащи, в леса Ленинградской области. И столкнулись с тем, чего не было в их военных расчетах. Клещевой энцефалит выкашивал личный состав так же эффективно, как советская артиллерия. Немецкие военные медики фиксировали вспышки болезни в частях, стоявших в лесных районах. Советские солдаты были привиты, немецкие нет. Таежный клещ воевал на стороне Советского Союза. Без приказа. Эта страница истории почти не попала в учебники. Но она реальна. Другая история из мирного времени. 1975 год. Небольшой город Лайм в американском штате Коннектикут. Несколько десятков детей внезапно заболевают артритом. Одновременно. Без видимой причины. Местный ревматолог Ален Стир начинает расследование. Он замечает, что все случаи в домах рядом с лесом. Что у многих детей было кольцеобразное покраснение на коже. Что незадолго до болезни их кусали клещи. Потребовалось 7 лет исследований, чтобы выделить возбудителя. В 1982 году микробиолог Вилли Бургдорфер обнаружил спирохету в кишечнике клеща. Бактерию назвали в его честь – Боррелия бургдорфери. Болезнь получила имя города – болезнь Лайма. До этого открытия тысячи людей годами лечились от артрита, депрессии, сердечных нарушений, не зная, что причина всего этого – один укус клеща несколько лет назад. Вот что меня поражает в этой истории больше всего. Болезнь существовала задолго до открытия.
В 1991 году в Альпах нашли Эцци, человека, замерзшего в леднике 5000 лет назад. Генетический анализ показал, в его крови были боррелии. Болезнь Лайма ровесник человеческой цивилизации. Мы просто не знали об этом 5000 лет. И вот тут самое важное. То, с чем стоит уйти из этого видео. Вернемся к началу. Существо без глаз, без ушей, без мозга в привычном смысле. Оно сидит на конце травинки где-нибудь в лесу под Тюменью или Иркутском, подняв передние лапы. Оно чувствует ваш выдох. Оно ждет вас 3 года. Мы потратили последние десятилетия, создавая все более сложные технологии слежки и обнаружения. Тепловизоры, датчики движения, системы распознавания по биометрии. И при этом существо, которое появилось на Земле за 200 миллионов лет до первого динозавра, решило ту же самую задачу 6 молекулярными рецепторами на передних лапах. Без единого нейрона больше, чем нужно. Это не повод восхищаться клещом. Это повод думать о том, что такое совершенство. Клещ не стремится вас убить. Ему не нужна ваша смерть. Ему нужно несколько миллилитров крови. Ровно столько, чтобы отложить яйца и продолжить цикл. Все остальное – энцефалит, боррелиоз, годы лечения, чужие жизни, измененные одним укусом – побочный эффект. Случайное пересечение 2 программ. Его выжить, вашей иммунной системы сопротивляться. 5000 лет назад Эцци шел через Альпийский перевал с боррелиями в крови. Он, скорее всего, не знал, что болен. В 1937 году Лев Зильбер сидел в дальневосточной тайге и выделял вирус, который убивал его коллег. В мае этого года миллионы людей выйдут на природу по всей России, и несколько сотен тысяч из них вернутся с клещом на теле. Одно и то же существо. 5000 лет. Один и тот же сценарий. Изменились ли вы после этого видео? Напишите в комментариях. Мне правда интересно. Вакцинируйтесь, осматривайте себя после леса. И помните, то, что вы не видите, не значит, что оно вас не видит. Оно просто смотрит по-другому.